А что если я вам скажу, что вот в этой сумочке, которая весит 800 граммов, находится беззеркальная фотокамера с фиксированным объективом светосильным, внешняя вспышка, а также дополнительный аккумулятор. Это сильно отличает этот комплект от того, что вы видели в прошлом ролике, когда я рассказывал про огромный объектив Sigma 40 мм 1.4, который весил 200 кг. Здесь же 800 грамм вместе с сумкой вы получаете полный комплект. Давайте расскажу, что именно там находится. Давайте посмотрим, что внутри. Во-первых, у нас здесь сразу внешняя вспышка в собственном чехле. Конечно, тут запасной аккумулятор в отдельном отсеке. Есть здесь отсек и для дополнительной карточки памяти, и, соответственно, запасная карточка памяти сюда тоже отлично помещается. Ну и сам фотоаппарат. Это Olympus EM10 Mark II. Конкретный фотоаппарат в нашем сегодняшнем обзоре не имеет какого-то серьезного значения. Это могла быть и другая любая камера от Olympus или от Panasonic. У них тоже есть компактные варианты. Мы сегодня именно про компактность разговариваем, но про эту камеру я, конечно же, немножко скажу в сегодняшнем обзоре тоже. Что касается объектива, здесь у нас Olympus 17 мм диафрагмой 1.8. Эта камера в системе Micro 4 третьих. Не так часто на канале мы про эту систему с вами разговариваем. Был у нас обзор на Panasonic G7, на Panasonic GH2. Ну и вот сегодня у нас Olympus EM10 Mark II. Между тем, это очень интересная система с очень интересными камерами, которая позволяет вам действительно сохранять компактность. При этом, хоть сегодня система является угасающей, скажем так, но за время существования, активного существования, и Olympus, и Panasonic выпустили огромное количество различных фотоаппаратов, огромное количество оптики, поэтому вы всегда сможете найти различные интересные варианты. Что касается EM10 Mark II, опять же, это вторая камера линейки M10, но есть также и, соответственно, Mark III, Mark IV, также есть другая линейка EM5, которая не особо отличается размерами от линейки M10, но чуть более качественно сделанная, чуть более высокого класса камеры. Тем не менее, они также очень компактные, также спокойно помещаются в эту сумку. Если вы посмотрите на Panasonic, у них также очень много различных компактных решений. То есть, и комбинируя различные варианты тушек и оптики, вы всегда сможете подобрать здесь компактный вариант. Возвращаясь к EM10 Mark II. Эта камера выпущена довольно давно. На вторичке ее можно найти за небольшие деньги. При этом, что касается вообще особенностей этой камеры. Во-первых, всеми любимый ретро-дизайн, в данном случае от Olympus. Я должен сказать, что когда впервые увидел эту камеру, меня она впечатлила, насколько она элегантно сделана. То есть, если вы общались с фотоаппаратами Nikon, сделанными в ретро-стиле, или с фотоаппаратами Fujifilm, они все-таки немного такие громоздкие, если хотите, они не элегантные. Но здесь очень маленькие колесики, и все они очень приятно поворачиваются. Шикарная кнопка, рычажок включения очень стильно сделанный. И вообще камера выглядит просто потрясающе, на мой взгляд. То есть в очень маленьком корпусе они уместили сверху аж 3 колеса, 2 из которых управляющие. То есть вы можете одним колесом управлять диафрагмой, другим выдержкой, прям как на больших профессиональных камерах. То есть, это выглядит действительно достойно и очень здорово. При этом они еще в этот корпус умудрились засунуть 5-осевой стабилизатор изображения. То есть, это не просто маленькая камера, но она и очень функциональная. Также вы можете отметить, что здесь есть электронный видоискатель и дисплей, который также может наклоняться по оси. Объективы этой системы крошечные. По крайней мере, не все, конечно. Есть объективы от того же Olympus с диафрагмой 1.2, и они действительно крупные. Это фиксы, достаточно крупные фиксы. Но вот диафрагма 1.8, они есть варианты и у Olympus, и у Panasonic, действительно очень небольших объективов. Я не знаю даже, с чем его сравнить, но он выглядит как игрушечный. Очень-очень маленький объективчик. Если вы вспомните 40-мм объектив с прошлого обзора, то это просто теряется на его фоне. Действительно, настолько он маленький. И самое главное, что все это сделано из металла. То есть объектив он полностью металлический, кольца здесь металлические. И, соответственно, все это очень приятно ощущается и очень приятно лежит в руке.
Сам объектив, ну, конечно, он не хватает звезд с неба, да, как та же Sigma 40 мм 1.4, которую мы обозревали. Но надо понимать, что размеры объектива, размеры оптики, они все-таки на что-то влияют. Тем не менее, объектив достаточно резкий на открытой диафрагме по центру кадра. Вы увидите это в тестовых снимках. Конечно, он по углам, его резкость немного спадает. Тем не менее, с учетом того, что мы жертвуем в данном случае каким-то идеальной резкостью по всему кадру в пользу компактности, я думаю, что изображение, которое он позволяет вам получить, оно крайне достойное для таких вот размеров камеры. Чтобы вы понимали, насколько эта камера маленькая, потому что, возможно, когда я вот ее держу в руках, вам не совсем это очевидно. Хотя, наверное, все-таки очевидно. А я вот подснял ее сравнение с компактом от Sony ZV-1. Посмотрите, как эта камера выглядит по сравнению с Sony. Она буквально чуть-чуть больше с точки зрения ширины и высоты. И, соответственно, выступает здесь объектив. В остальном же можно сказать, что их размеры сопоставимы. Сами понимаете, что если мы возьмем современные беззеркалки от Canon, от Sony, какие-то полнокадровые, то они не будут сопоставимы с этой камерой. То есть эта камера намного меньше, намного компактнее. И что же она позволяет вам получить? Какие фотографии вы можете делать с помощью данного комплекта, вы сейчас, собственно, увидите. В камере у нас есть встроенная вспышка, но многим этого, конечно, недостаточно, и поэтому есть вот такая альтернатива, очень компактная вспышка от Olympus, очень маленькая. Если начинать сравнивать ее с вспышками внешними от Canon или Nikon, ну, невольно улыбка появляется на лице, потому что действительно это просто какая-то кроха. В чем ее преимущество по сравнению со встроенной вспышкой? Это то, что она может стрелять в потолок. То есть, безусловно, она не может поворачиваться по... Вот это поворот! Она может поворачиваться по своей оси, ребят. Она еще по своей оси может крутиться. Вы видели это? В общем, как я хотел сказать, вспышка умеет стрелять в потолок, это ее основное преимущество. Да, она умеет, оказывается, и поворачиваться в разные стороны, это тем более круто. Но тут нужно понимать, что вообще-то она достаточно слабомощная. То есть, если вы попытаетесь ей немного перебить свет, например, сфотографировать что-то на фоне окна, вот я пытался там сфотографировать, сделать кадры подобные для данного теста, то это у вас, скажем так, получится с трудом сделать. Поэтому, но если вы используете эту вспышку в помещении, то, конечно, особенно с учетом того, что она может поворачиваться, вы можете и от стен ее отражать от потолка ее. Это, в принципе, очень удобно, но нужно помнить, что, конечно, ее мощность ограничена, и естественно, у вас будут соответствующие ограничения, вы не сможете охватить огромное пространство с помощью этой вспышки, осветить ей. Но если вы фотографируете одного человека, в принципе, такого девайса вам хватит. Что касается видеосъемки,
Olympus EM10 Mark II умеет снимать Full HD видео с частотой до 60 кадров в секунду. Я снимал в режиме 25p. Битрейт при этом был около 70 мегабит в секунду. Это довольно большое значение для камеры такого уровня. Безусловно, бросается в глаза, что в камере нет 4К съемки. Если она вам нужна, то смотрите более новые модели, например EM10 Mark III. В остальном видео довольно неплохого любительского уровня. Если вас в первую очередь интересует фотография, но иногда нужно подснять видео, это неплохой вариант камеры. Из явных недостатков отметим разве что отсутствие микрофонного входа. Тут в компании Olympus явно пожадничали. Наверное, если вы захотите, я смогу вам сделать отдельный обзор и на этот объектив, на эту камеру. Сегодня я не хотел очень углубляться именно в характеристики, потому что, на мой взгляд, это в данном случае в рамках нашего сегодняшнего видео это вторично. Понятно, что это у нас более-менее современная камера. Понятно, что она не современная в рамках, наверное, самых последних новинок. Но по сравнению с зеркалками, которые мы очень часто рассматриваем, это вполне себе современная камера, у которой есть и встроенный стабилизатор изображения, куча разных функций. Она там умеет фотостейкинг делать вам, да, то есть можете даже предметы фотосъемкой с этой камерой заниматься. У нее есть электронный затвор, механический затвор. Она вполне неплохо снимает видео, хотя, конечно, если вам нужно видео, то нужно более новую модель рассматривать. Mark III, Mark IV. Там уже есть 4К видео. В остальном же это прекрасный фотоаппарат, которым вы можете получать действительно достойные кадры с точки зрения фото. С точки зрения видео, видеокадры любительского уровня, скажем так, но для многих этого будет достаточно. Сам объектив также весьма приятный, очень маленький, неплохой с оптической точки зрения, светлый, диафрагмой 1.8 максимальный. В целом очень приятный, очень красивый комплект, очень компактный комплект. И все это, как я уже сказал, влезает в одну очень небольшую сумочку. Я думаю, что для многих это будет решающий фактор. Многие скажут, что им достаточно того качества, которое эта камера дает, и что им главное компактность. А компактность у этого комплекта определенно есть. Все элементы сегодняшнего комплекта, вспышку, название объектива, название камеры я укажу в комментариях. Если захотите собрать подобный комплект, название сумки тоже туда добавлю. Если захотите собрать подобный комплект или какие-то элементы из этого комплекта для себя подчеркнуть, себе, так сказать, вооружение взять, то сможете найти эту информацию в комментариях. Ну и в основном, в принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал, еще будет много чего интересного. Спасибо за внимание. Вы были на канале Полный Кадр. Делайте правильный выбор.